После относительно комфортного и благоприятного пребывания в Гоа, искупавшись в теплой воде, здесь океан, как парное молоко, захотелось мне посмотреть настоящую Индию, о чем я потом немножко пожалел. Первой точкой назначения моего путешествия я выбрал город Агра. Это такой вот широко известный символ Индии, монумент. Путь лежал через почти что всю Индию, занял около 2,5 дней. Неприятных 2,5 дней мучений. Покидая полюбившийся Арамболь, попадаешь в забитый битком автобусом и думаешь, вот она, настоящая Индия. Тогда я еще не знал, что настоящая Индия – это тогда, когда ты садишься в автобусе в сидушку, мокрую, пропитанную от пота. Автобус бросает тебя чуть ли не до потолка, потому что дорога не очень хорошая. Тогда ты понимаешь, что просто забитый битком автобус – это еще не Индия. Достался мне билет в общий вагон, потому что ничего другого не было. Как мне рассказали, бронировать спальные места нужно как минимум за 2-3 месяца вперед. Это потому что поезда здесь очень дешевые и достаточно быстрые по сравнению с автобусами. Мой первый билет с Гоа до Мумбаи, это около 600 километров, стоил мне в общем вагоне всего лишь 160 рублей. Для туристов есть небольшая лазейка, чтобы забронировать за 2-3 дня до выезда спальные места, то для этого нужно идти в туристический офис, и у них есть небольшая бронь специально для туристов. Но для этого нужно найти этот туристический офис для начала. Хорошо, что здесь на вокзале сделаны пешеходные переходы вот в ровной форме, что можно использовать колесики на ваших сумках не только в России, только порожки. Я иду в начале поезда, чтобы не дышать пылью, потому что в конце вагона, в конце поезда, там уже пыль поднимается и все затягивает вагон. Общий билет означает, что вы едете как можете, если залезете в поезд. Лежа на полу, сидя около туалета или, в общем, как угодно. Кадры пустого вагона, который вы видели, это большая невиданная редкость. Обычно в общем вагоне занято все. И тамбур, и площадка около туалета. Было интересно ехать в поезде, так же, как вам, смотреть только первые пару часов.
но из-за сильного шума тепловоза и постоянных оглушающих гудков охота просто спрыгнуть с поезда. Но в это время я еще не знал, что этот отрезок пути окажется самым благополучным и комфортным из всего моего путешествия по Индии. Путь на север от Гоа пролегает через холмистые районы. Реки, горы небольшие, покрытые растительностью. Иногда это джунгли настоящие. Но как только проедешь за Мумбай, там начинаются уже более такие пустынные равнины. Как и в России, на остановках поезда всегда есть местные жители, которые предложат вам купить что-то съестное. Здесь я купил что-то вроде терна, только он крупный и не такой терпкий, но очень похож. Стоит это рублей 7 за такой стаканчик. Я их ел вместе с бананами. Вот такая тарелочка мучных изделий стоит 17 рублей российских, а чай с молоком 8 рублей. Пользование поездами в Индии – это небольшая наука, потому что поезда – это главный междугородний транспорт, так как поезд в 3 раза дешевле автобуса и в 2 раза быстрее в основном. Проехав в поезде в общем вагоне почти сутки, где-то на корточках, где-то постоишь, то есть абы как, я понял, что надо пересаживаться на автобус и вышел в одном из крупных городов. Надеюсь, что я там найду автобус. Но автобуса я не нашел. Просто нету. Пришлось садиться на следующий поезд и ехать дальше. И думал, вот как плохо здесь ездить на поездах. Но потом уже по приезду пересел на автобус и понял, что на поездах так плохо ездить. На протяжении моего пути в общем вагоне я делал попытки переселиться в спящий вагон. Потому что это очень трудно ехать так. В Мумбаи кассир мне посоветовал пойти к начальнику поезда и попросить у него продать билет на спальное место. Я вам скажу, что этот совет не увенчался успехом. Пришлось мне подойти, уже в поезде посоветовали к проводнику одного вагона. И вот он мне предложил за переплату сверху 50%, предложил мне ящик от постельного белья, там, где может помещаться человек. Вот какие варианты у них есть. Места действительно лежачие, все были заняты. То есть вариантов у них почти нету. В качестве пересадки я приехал в провинциальный городок Бусвал. Как раз здесь я пытался пересесть на автобус, что не увенчалось успехом. Но что интересно было здесь, ЖД вокзал, это, считай, что коровник. Видите, какой результат. Если в Гоа это был собачник, то здесь видите, как получается. Устройство на улице в этом городе по-большому не отличается от Гоа. Единственное, что пропали кокосы и цены опустились на 30% на некоторые наименования фруктов. Индусы – дружелюбный народ, но от этого тоже быстро устаешь. Для многих из них просто поговорить с иностранцем – это уже большая радость. Они подходят и просто заговорить ни о чем. И они уже счастливы.
Все на тебя смотрят, как на инопланетянина. От этого тоже устаешь. Постоянные взгляды, постоянные, просто как будто все на тебя смотрят. Неприятно. И со мной фотографировались. Я вам скажу, что я не один автограф дал. Представьте, что вот так вот за вами все время наблюдают. Пристальные взгляды, обсматривают тебя каждый сантиметр. Я уже включал камеру, начинал их снимать, чтобы как-то их отвлечь. Но не всегда это помогало. Они отзывчивы на просьбу о помощи. Но, к сожалению, из-за вот английского языка, вроде как у них английский язык официальный, но они не знают его больше, чем среднестатистический человек в России. Поэтому, когда они тебе говорят, все с радостью читают, пытаются что-то помочь, то в половине случаев эта помощь получается бесполезной. Сколько смотрю, еще ни разу не видел, чтобы они покупали еду с мясом. Все какая-то что-то такое, специи и рис и подобное. Понять, какой куда поезд идет, практически невозможно для простого нашего обывателя. Только различаешь, что там какой-то класс, или это купе с кондиционером, или просто с закрытыми окнами. Также обязан сказать про мусор. Его выбрасывают там, где им захочется, буквально. Ручьи превращаются за зиму в зловонный водоем. Травы нет, потому что зимой нет дождей много месяцев. Вот и получается, что сухая трава.